Всем привет! Сегодня приготовим очень вкусный пирог на кефире с вареньем. Это прекрасный вариант домашней выпечки к чаю. В миску разбиваем 4 яйца. Добавляем щепотку соли. Яйца начинаем взбивать и постепенно добавляем 200 грамм сахара. Сюда же добавляем 10 грамм ванильного сахара. Взбиваем 2-3 минуты до пышной однородной массы. Ко взбитым яйцам наливаем 300 мл теплого кефира. Опять взбиваем. Добавляем 100 мл растительного масла без запаха. Перемешиваем. Вместо растительного масла можно добавить 100 грамм растопленного сливочного масла. Насыпаем примерно половину от всей муки. И добавляем 10 грамм разрыхлителя. Все перемешиваем. Всего понадобится 350-400 грамм муки. Добавляем оставшуюся муку и опять перемешиваем. Муку всю сразу не насыпайте, смотрите на консистенцию теста. Оно должно остаться немного текучим. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом. В подготовленную форму выливаем примерно половину теста и распределяем его по дну формы. Размер моей формы 22 на 32 сантиметра. Сверху на тесто выкладываем примерно 150 грамм варенья. У меня варенье из черной смородины, но можно взять любое. Слой с вареньем накрываем второй половиной теста. Стараемся равномерно его распределить. Готовим крошку для посыпки сверху. В мисочку насыпаем 30 грамм муки, 30 грамм сахара и добавляем 30 грамм холодного сливочного масла, нарезанного небольшими кусочками. Все быстро перетираем руками в крошку, чтобы масло не успело растопиться от тепла рук. Приготовленной крошкой посыпаем пирог сверху. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Выпекаем примерно 45-50 минут. Точное время определяйте по деревянной палочке. Она должна выходить из пирога сухой. Готовый пирог достаем из духовки и оставляем остывать. Пирог на кефире с вареньем получился очень вкусный и пышный. Готовится просто и продукты самые доступные. Он прекрасно подходит для приготовления на каждый день. Обязательно его приготовьте, порадуйте себя и свою семью сладким лакомством. Также у меня на канале есть и другие варианты сладких пирогов. Чтобы долго не искать, некоторые из них я покажу в этом видео. Следующим приготовим пирог манник. Выглядит он не совсем обычно и при этом легкий в приготовлении и очень вкусный. Для этого пирога не понадобятся даже яйца. В миску насыпаем 1 стакан манки. Сюда же насыпаем 1 стакан сахара. Наливаем 2 стакана кефира. Все хорошо перемешиваем. У меня объем стакана 250 мл. Также количество ингредиентов я укажу в граммах в описании под видео. Смесь оставляем на 15-20 минут, чтобы набухла манка. Прошло 15 минут. Все еще раз перемешиваем и сюда же наливаем 80 мл растительного масла без запаха. Перемешиваем. Растительное масло можно заменить сливочным, только перед добавлением в тесто его нужно растопить. Насыпаем 1 стакан муки и 1 чайную ложку разрыхлителя. Все перемешиваем, чтобы не было комочков. Тесто разделяем на 2 примерно одинаковые части. В одну часть теста насыпаем 2 столовых ложки муки и перемешиваем. Во вторую часть теста насыпаем 2 столовых ложки какао. Хорошо перемешиваем.
Форму для выпечки смазываем растительным или сливочным маслом. В подготовленную форму выкладываем готовое тесто. Выкладываем по 1 столовой ложке теста, чередуя цвета в шахматном порядке. Когда первый слой готов, последующие слои теста выкладываем точно так же на те же места по 1 столовой ложке. Таким методом выкладываем в форму все тесто. Размер моей формы 18 на 25 сантиметров. Когда все тесто выложили, берем палочку, опускаем ее в тесто до самого дна и проводим ее по тесту, делая узоры. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Выпекаем примерно 35-40 минут. Манник готов, даем ему остыть. Проходимся ножом по краю, отделяя пирог от формы. На форму кладем доску и все переворачиваем. Снимаем форму для выпечки. На манник сверху кладем доску и снова переворачиваем. Готовый манник нарезаем порционными кусками. Манный пирог получился очень вкусным и красивым, готовится максимально просто и быстро. С его приготовлением справится каждый. Такой манник отлично подходит для приготовления на каждый день. К тому же он очень бюджетный, обязательно его приготовьте. Третьим приготовим максимально вкусный шоколадный пирог без лишних хлопот и даже без яиц. Забудьте о молочных продуктах, яйцах и сложных рецептах. Простота и доступность ингредиентов здесь важны, но вкус этого пирога настолько богат и шоколаден, что не оставит равнодушным ни одного сладкоежку. В миску насыпаем 1 стакан манки, 1 стакан сахара и наливаем 1 стакан воды. Все перемешиваем и оставляем примерно на 20-30 минут, чтобы набухла манка. Стакан, которым измеряются продукты, должен быть для всех ингредиентов одинаковым. Также внизу в описании я напишу количество ингредиентов в граммах. Прошло полчаса, манка уже набухла. Добавляем к ней 1 стакан муки, 3 столовых ложки какао и 10 грамм разрыхлителя для теста. Все просеиваем через сито. Разрыхлитель можно заменить 1 чайной ложкой соды и погасить ее уксусом. Сюда же в тесто добавляем щепотку соли. Перемешиваем тесто до однородности. Сюда же наливаем 70 мл растительного масла и хорошо перемешиваем. Кладем дно разъемной формы. Накрываем его пергаментной бумагой. Сверху ставим кольцо и зажимаем его. Лишнюю бумагу обрезаем. В подготовленную форму выливаем тесто. Диаметр моей формы 18 сантиметров. Сверху кладем фольгу, делаем в ней 3 дырочки, чтобы выходил пар. Это делается для того, чтобы пирог вышел ровным и без горочки. По желанию фольгой можно не накрывать. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов, печем до сухой палочки. У меня пирог пекся 1 час 10 минут. Если его печь в большей форме, например 21 см в диаметре, и не накрывать фольгой, то он испечется быстрее, но будет с небольшой горочкой и не такой высокий.
Уже остывший пирог вынимаем из формы и переставляем на блюдо. Готовим шоколадную глазурь. В сотейник насыпаем 2 столовых ложки сахара, 2 столовых ложки какао. Наливаем 3 столовых ложки растительного масла. И 4 столовых ложки воды. Все ставим на плиту. Варим на небольшом огне, постоянно перемешивая. После того, как смесь закипит, варим ее еще примерно 1 минуту и снимаем с огня. Приготовленной глазурью поливаем пирог сверху. Можно сделать небольшие потеки. Пирог готов, можно подавать на стол. Шоколадный пирог получился очень вкусным, ароматным и насыщенно шоколадным. Готовится максимально просто и получается всегда. Особенно привлекает этот пирог тем, что продукты для него нужны самые обычные и недорогие, которые есть всегда в наличии в доме. Если вам понравились такие рецепты пирогов, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.